Друзья, привет! 26 мая 2024 год, это Рождество Христово, забыл какое число и какой месяц. Здесь каждый день прекрасен в Армении. На улице 21 в тени, машина так показывает, и прогноз погоды то же самое показывает. Я пока подкачивал колеса, на всякий случай, проверял давление, весь в замок, даже в майке. Очень жарко, на солнце очень сильно печет, светит солнце. Вчера всю ночь лил дождь, очень сильно у нас затопило опять крышу на веранде в доме, где мы живем, в стыке, там такой стык, и, в общем, если очень сильные дожди, то прям течет. И в прошлом году такого не было, и в этом году очень сильные ливни и очень затяжное такое запоздалое какое-то лето, уже должно быть плюс 35, но почему-то еще пока нет. Вот. Но тем не менее в Ереване жарко, а мы остановлены, можно сказать, судьбой от восхождения на Арагат, с которым мы планировали на этот выходной. Потому что мы получили дома небольшую травму ноги у Иры. Вот, ездили даже в поликлинику проверять и там, в общем, лечим сейчас ногу. Вот. И мы на Арагат не стали подниматься в этот выходной. Заказали, наоборот, себе оборудование всякого для хайкинга. Решили стать профессиональными хайкерами. Будем присоединяться к движению, которое сейчас идет по Транскавказской тропе хайкинговой. Это тропа, которая покрывает всю Армению с юга до севера, потом в Грузию уходит, в Батуми. И такая же по Грузии есть тропа. Ну, в общем, нам это не интересно, мы сосредоточимся на армянской тропе. Классная очень штука вообще, интересная. Больше 700 километров, по-моему, 1200 даже километров целиком по армянская часть. Я скину ссылку на сайт всего этого движения в описании. И, в общем, мы решили стать хайкерами, и с чего нужно начать после того, как мы спасали дрон в горах, это, конечно, забраться на самую высокую гору Армении, на Арагат. Но вот нас что-то остановило, видимо, потому что сейчас там очень опасно, и нам туда не нужно было идти. И, как правильно отмечает Вовина мама Валентина Николаевна, я часто являюсь инициатором каких-то таких экстремальных и опасных, вероятно, для жизни движений и инициатив. И именно меня останавливает проведение от педалирования этих активностей, несвоевременных, вероятно. И поскольку я получила дома травму, к счастью, совместимую с жизнью, но тем не менее мне потребовалось посещение снова прекрасной клиники Астри, которая мне очень понравилась. И я столкнулась вот с какой вещью. Если женщина попадает в клинику с какими-то странными травмами, со странными объяснениями получения этих травм, то в обязательном порядке проверяется, не было ли в этом случае домашнего насилия, каких-то действий со стороны мужа. Нас развели сразу в разные стороны и параллельно, одновременно опрашивали на предмет, как эти травмы были получены. И только после того, как они удостоверились, что мы одновременно даем одинаковые, в общем, показания, и между нами нет никакого напряжения, я, смеясь, объясняю происходящее, его попросили написать объяснение, его объяснения совпали с моими, и, в общем, полиция не была вызвана, хотя полиция все время находится рядом, там, видимо, недалеко полицейское какое-то отделение. В общем, мне было приятно осознать, что есть такой кейс, что, в общем, меня осторожно, деликатно спросила и медсестра, и врач, тихонечко, все ли хорошо, не нужна ли помощь, не нужна ли полиция. Я никогда не была жертвой домашнего насилия, уж тем более вообще не могу себе вообразить, чтобы Вова мог что-то подобное воспроизвести. Приложиться. Да, то есть я скорее себя могу отнести к категории домашних насильников. Но, в общем, если такой кейс, в общем, имел бы место, то я могла подмигнуть, и ситуация была бы неким образом решена по-серьезному. То есть, в общем, проверяют, обращают внимание, не просто так
просто зашили бы там мне рану и отправили. То есть им было важно понять, в общем, не стала ли я жертвой домашнего насилия. Это круто. Моя мама в Москве дважды ломала там ногу и попадала в склиф. И я была при ней, с ней во всех моментах госпитализации. Я не помню ни одного раза, чтобы кто-то у нее спросил, при каких обстоятельствах она получила эту травму, никто ли ее не побил, не напал. В общем, просто неважно, как бы, откуда травма, давайте там лечить. А здесь важно, что если женщина получила травму, что эта травма получена ей не в результате домашнего насилия. Это важно. И в общем, хочу обратить на это внимание и подсветить, что Армения и с этой стороны прекрасна. И я надеюсь, что это не только в клинике Астри, как распространено по стране. В общем, подвожу итог. В общем, итог таков, что поскольку мне зашили рану, и у меня, и травма грудной клетки, и... Да, Ира, господи. Ира спотыкнулась дома об зарядку от ноутбука и летела в угол веранды, и, в общем, попала на батарею боком. От батареи меня откинуло в сторону и потом в антикварной антикварную вазу дурацкую, кованую, очень красивую, но она себе воткнула там такой вот у нее выступ, такой листочек. Она этот листочек себе в ногу воткнула. И, в общем, поэтому была рана, пришлось зашивать. И потом мы сделали 2 рентгена, на всякий случай, ребер и ноги. И, в общем, выглядело все так, как будто я ее избил, на самом деле. Вот. Подводя итог, мы на дней 10 выпали из активного отдыха и активных приключений, поэтому у нас такой сейчас у Иры нога на бардачке лежит. Мы раз в несколько дней ездим делать пока еще перевязки, вот, но все тут хорошо. Мы убрали у камеры вот этот супер широкий угол, с которым тошнило в прошлой серии. Меня лично, когда я смотрел, я прошу прощения, это была первая съемка, я не знал, что будет такой будет эффект очень сильный. И сейчас угол широкий, но, скажем так, обычный стандарт, не супер широкий. Мы заказали на Амазоне хайкерские принадлежности, палки, рюкзаки, ботинки, всякие там трубочки, чтобы пить, сирену от медведя и даже нож, чтобы ловить рыбу и привязывать палатку. Мы все это дождемся, и у нас будет восхождение на Арагац, плюс мы будем активно гулять, ходить по транскавказской хайкерской тропе на территории Армении. Все-таки падение дрона в горах высоко и 3 наши экспедиции по его спасению, они взрастили в нас любовь к горам. А коль мы живем в стране, в которой 500 плюс горных вершин, то, в общем, грех не стать частью движения любителей гор. Мы знаем, что это опасно, непросто, и в общем, решили подготовиться максимально, с максимальным уважением. Мы даже заказали, спасибо, нам давали комментарии, действительно, мы где-то, может быть, немножко переборщили. Мы заказали и аптечку, и специальный набор, если кто-то сломает ногу, то наложить такую вот шину, забинтовать и накрыть в специальный фольгированный плед, чтобы человек не замерз и не умер. В общем, полностью все это сейчас заказ укомплектован, ждет доставки в Армению из Амазона. Плюс, я знаю, сейчас звук не очень хороший, мы ждем провод для этой камеры, чтобы работали наши петлички с ней, будет нормальный звук, тоже немножко надо потерпеть, буквально пару недель, 2 серии где-то. Вот, и сегодня мы проснулись после этих всех ливней, всю ночь слушали, был сильный гром, ливни такие тропические, ужасные, я боялся, что машина опять затопит, у нас немножко подтекает люк. Я боялся, что здесь будет лужа, все хорошо. В общем, ладно, я не буду говорить. В общем, и чем мы решили сегодня заняться, учитывая то, что мы ограничены в активности. Мы решили поехать туда, где сегодня, в Армении, -4. Где холодно, где уже не хватает кислорода и машинам, и людям, где без шутки начинаются симптомы горной болезни, на высоту более 3000 метров и всего лишь в часе-полутора от Еревана. Да, мы едем к подножью Арагаца на озеро Кари.
Мы посмотрим, что же там такое с Арагацем сейчас, почему мы туда не должны были попасть. Я подозреваю, что там все обледеневшее еще и в снегу, потому что все обычно говорят, что они к концу июня туда забираются. Просто сменим климат, сменим обстановку, выпьем с отличным видом на всю Араратскую долину кофе. Потому что с той точки, примерно с Амберт Таверн, там такой есть отель-ресторан, оттуда видно всю Араратскую долину, видно сам Арарат, видно Метсамор, видно атомную станцию с градирнями, видно вообще все. Даже, наверное, Турцию видно, мне кажется, половину Турции оттуда, потому что это очень высоко. В общем, мы сейчас туда съездим, посмотрим, как там, и поделимся с вами ощущениями. Перед нами едет Тесла, тоже туда, видимо, наверх, на озеро Кари. И у Теслы электрический мотор, и у них нет проблем с тем, что наверху нехватка кислорода, и там двигатели выдают меньшую мощность, потому что смесь уже не такая, как должна быть, и машина тоже как бы с трудом забирается на самый верх, но Тесле это не грозит, вон она как разгоняется, потому что у нее электромоторы. И у нас есть ролик, как мы брали в аренду Теслу и гоняли по Армении, разрядили батарейку, все потом заряжались в Спитаке. Посмотрите, очень классная серия, интересная. Мы там один из дронов разбили в смятку, и по нему машина проехала ради хороших кадров. Ну и обычная история, что корова вышла на дорогу, и надо ее объехать. Проехали отель Амберт, и вот поднимаемся дальше. Слева вот такая вот долина, видно там все. Ереван, Арарат, все видно. Мы поднимаемся дальше в гору. У нас сейчас 1700 метров высота. Вот там телескоп видно впереди. Мы поднимаемся вверх. Вдали темные облака, сильный ветер, уже холодно. Уже плюс 15 на улице. Уже на улице плюс 15. 1800 метров высота. И нам еще предстоит ее удвоить. Здорово, что можно на машине доехать до туда, конечно, что дорога проложена. Это большой плюс. Потому что пешком я не представляю, сколько туда забираться. Нереально долго. Вот он, Арагац впереди. Мы несемся к нему. Заснеженные вершины. Пасутся коровы. Мы на высоте 2100 метров. Это практически такая же высота, как у туннеля, который ведет в Дилижан. Хочу показать просто, какой тут вид. Такая долина. Главное, чтобы змей не было. Сидят воробьи верхогорные. Там Ереван. Вот там впереди градирни. Я думаю, что это Метсамор. И это атомная электростанция. Арарат сегодня не видно, потому что он в дымке. Вообще он вон там впереди. Мы продолжаем подъем наверх. Вот нам надо на те горы. 2500 метров. Снег лежит, тает. Реки вот такие.
минус, вернее, плюс 4 градуса на улице. Мы добрались до озера Кари. Здесь лежит снег кругом. Здесь нам подошли мужчины, предложили на снегоходах доехать до Арагаца. Вот, собственно, Арагац, вон там. Рановато, конечно, мы собрались подниматься ногами туда, хайкинг устраивать. Там Ереван. В общем, посмотрели на ситуацию. Рановато приехали, возвращаемся вниз. Испытали неимоверные ощущения от того, что здесь где-то есть место, где снова зима. Почти в июне. Классное ощущение. Поедем вниз теперь. И мы застали тот снег, который выше машины, эту дорогу. Я думал, что мы в следующем году застанем, но мы в этом году застали. Классно. Мы приехали в Амберт отель взять кофе. Здесь уже хорошая погода, нормальная. И всегда ужасная музыка. Просто невероятно. Какая невероятно ужасная музыка. Причем очень молодой пианист. Ну... Живая музыка все время. Очень громкая. Такая... как ее характеризовать? Даже не знаю. Такая ресторанщина. Вот в самом худшем смысле ресторанная музыка. Вот она ярчайший представитель вот этой вот безумной, выше камеру ресторанной музыки. Выше камеру что значит? Чтобы ты выше руку поднял. А, так? Угу. Поэтому мы однажды были здесь, обедали, еда нормальная, обычная еда, но вот музыка, конечно, большая проблема, и поэтому не хочется здесь оставаться. Кофе с собой и уехать. И уехать, да. Сзади, вон там, Арарат. Уже его затянуло облаками, уже почти ничего не видно. Очень хороший был закат. Буквально 2 минуты, пока мы выходили из машины, брали кофе, все затянулось, уже ничего не видно. В общем, какое резюме ролика? На Арагац идти нужно, но попозже. Там сейчас очень много снега. Мы проехали на машине вдоль большущих высоченных сугробов. То, чего у нас было в планах на будущий год. Закрыли гештальт уже в этом году. Будем готовиться... Какая-то муха у меня. Будем готовиться к восхождению. Как раз через месяц у нас экипировка вся придет, и мы будем готовы. На Арагац сейчас наверху есть мужик, который катает на снегоходах. 40 тысяч драм на двоих. Довозит до южной вершины и обратно, полчаса в одну сторону. Говорит, очень медленно везет, аккуратно, не опасно. Даже если вы травмированы, то можете с ним съездить. В Армении есть разные зоны климатические, и даже летом есть где холодно, и даже весной, где еще зима. Это очень интересно. Красивые виды, перепады высот, захватывают дух от всего. Очень классно. Даже если у вас всего лишь 3 часа выходной, как у нас, то вы можете их интересно очень провести. На этом мы прощаемся. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца, кто подписался на канал, кто оставил комментарий, поставил лайк, кто порекомендовал наш канал друзьям, скинул ссылку, поделился с друзьями, родственниками, со всеми, с кем стоит это сделать, вы считаете. Если вы не смотрели наши ролики с самого начала, посмотрите, они все интересные. А мы поедем домой, отдохнем и будем готовить новый ролик. Пока. Пока.